Привет, друзья! Мы группа «Самое большое простое число». Первая пластинка, которую выбрала я лично, вот эта. Не знаю, что на ней. Написано, что это non-music. То есть Кирилл Георгиевич прочитал, что там юмор и шутки на немецком языке. Вот. Выбрала я ее только из-за обложки. Более того, я даже ее уже почти хотела купить, просто чтобы она была как картина дома. Но, наверное, это импульсивное решение, поэтому я ее откладываю. Идем дальше по теме животных. Карлик нос. Недаром дети любят сказку. Это великолепнейшая пластинка, которую я со своим сыном заслушала просто до дыр. И там есть песня, значит, которую исполняет Смирнов, Юрий Смирнов. Он озвучивает роль герцога, и герцог там поет очень классную песню. Долой домашнее жаркое. Про то, что он очень любит всякую разную еду. И не то я повара казню! Повара казню. В общем, это очень горячо рекомендую. Это в Советском Союзе записанная пластинка на мелодии. Супа такого не пробовал ты. Я нашел сборник афробита. Конкретно этого сборника у меня не было никогда. Но у меня были пластинки с песнями нескольких участников этого сборника. Потому что это сборник суперхитов афродиска всякого. А мы очень любим африканскую музыку и много ей вдохновляемся, много ее слушаем. Да, и вот тут есть Эбба Тейлор с офигенной песней «Love and Death». Йо, и вот песню Орландо Джулиуса «Disco High Life» я одно время, когда диджейл, постоянно играл. Она выходила на супер лейбле, кстати, советую вам. Лейбл, который занимается переизданиями африканской музыки, Hot Casa. Как еще раз? Hot Casa. Да, именно так. Вот. А еще тут есть офигенная песня Ману Дибанга, Сол Макоса. Тоже это настоящий бенгер. В общем, горячо рекомендую вам этот сборник, друзья. Я выбрал вот эту пластинку, концерт в Бомбее. Горонян же? Угу. Да, вот, Горонян, да, ансамбль «Мелодия». Это легендарный джазовый альбом советский. Эта пластинка есть в любом классном виниловом магазине. Обязательно, если приходит турист, говорит, что ищет что-то редкое, ему сразу приносят эту пластинку, потому что это беспроигрышный вариант. Ты ее слушал когда? В детстве? Или сейчас уже узнал? Уже сейчас. У меня есть такая тоже пластинка. Могу порекомендовать трек, что-то там было. «Вспоминая друга». Борис Фрумкин на синтезаторе. Вот, отличный альбом. Всем рекомендую. Так, мне попался Gorillaz. Не я нашла в этом огромном магазине эту пластинку, ее нашел Кирилл для меня. Почему? Потому что я мега фанат этого альбома. Рекомендую. Просто highly recommended. Это хит на хите. Ребята, если вы начинающий диджей, например, или если вы диджей со стажем, если у вас вечеринка, день рождения, свадьба, что угодно, реально, это взорвет танцпол.
У меня есть пластинка Валерия Леонтьева. Зовет меня в полет мой дельтаплан. Ну и тут все хиты, понятно, дельтаплан, еще что-то. Но тут есть песня, у меня она была синглом отдельно, я ее нашел двусторонник, там было 2 песни только. Потому что тут есть песня «Там в сентябре», которую Тухманов с Дербеневым написали. Это отъехавшая песня полностью. Она состоит примерно из 85 песен. И, кроме того, в ней невероятный сюжет. Это песня про то, в которой лирический герой Валерий Леонтьев, он просит его возлюбленную, которая от него ушла, чтобы она перепутала года и представила, что она в прошлом, когда она еще с ним не рассталась. Где ты со мной стоишь еще? Довольно токсичное, парадоксальное предложение, но подкупает искренность, которую он верит в то, что это вообще возможно. И он поет там, да, «Вдруг перепутаешь ты сентябри». Но в сентябре вдруг перепутаешь ты. Местами такое кабацкое диско, а местами очень поразительно. Там еще соло на скрипке невероятное. С него начинается. В общем, я горячо рекомендую. Это очень классная 7-минутная песня. Образчик, один из лучших образчиков советской эстрады. Очень круто. Там в сентябре. Леонтьев. Валерий. Я нашел, я не знаю, что я нашел. Джаз-квартет. Да, называется «Польское открытие» неспроста. Да, но это из Риги. И пластинка достаточно дорогая, значит, редкая. Но выходила на мелодию. Да. А я собираю только редкие пластинки. Нередкие я не беру практически. Поэтому... Если бы она была не редкая... Да, поэтому, возможно, здесь классный джаз. Ну, из этой же серии было найдено что-то интересное, возможно. Это определитель по голосам. Это круто, я слушал ее. Вот, парням есть что про нее рассказать. Ну, это, так, ну, что есть. Это офигенная пластинка, которая, во-первых, то, как она оформлена. Да. Любой винил-хед знает, что примерно 80%, неважно, что записано, если классно выглядит обложка, то это уже повод приобрести ее. Но, кроме того, это очень классная пластинка, где по дорожкам записаны разные пения разных птиц. Борис Николаевич Вепринцев записывает голоса певчих птиц. Это нужно? Да еще тут добавлено очень интересное, что тут какие-то в кавычках добавлены, например, хохот, перекличка 2 гагар. А вот, например, смотри, только что голос сидящей на земле птицы, по-видимому, самки. Да. Важно, что она не на ветке сидит. А дальше проходит всего лишь, и это очень еще драматично, я помню, тоже меня поражало, это драматично, потому что проходит всего 11 секунд, и это уже происходит вот что. Сидела просто на земле птица, по-видимому, самка, а дальше налетающий чибис пикирует на нее и ударяет клювом по голове. Жесть. Слышим звук удара. Полет, погоня, отгоняет серебристую чатку от гнезда, преследует поморника, голос поморника, разговор самца и самки с птенцами. Ну, в общем, очень Да, захватывающе. беспокойство у гнезда, фон суслик. Горячо рекомендуем вам, ребята. Пусть пластинки с записями трелей и посвистов тревожат наши городские сердца. Слушайте, я расскажу про пластинку. Это офигенный музыкант, которого я недавно очень сильно полюбил. Называется «Диалект». Это, как сказать, название проекта Эндрю П.М. Ханта. Это такой электронщик, который смешивает... Часто не можешь понять, это звучит синтезатор или какие-то органически записанные звуки. И он использует это другое. Это абстрактная музыка, и при этом очень трогающий тебя, что на самом деле не так часто чего эмбиент достигает. Так,
кроме того, с очень узнаваемым своим почерком. Это большая редкость. Для меня большое открытие. Я последний год постоянно слушаю альбом. О, Градский. Наш любимка. Ну и денек, честное слово. Красивая, редкая пластинка в каждом приличном виниловом сторе, она есть обязательно. Загулял, мальчонка. Это саундтрек фильма Кончаловского, да? Да, мне кажется, Кончаловский фильм. Да, вот портрет его. Да. Романсы влюбленных. Да, музыка тоже улет. Просто. Мы какие-то оттуда, помнишь, барабаны вырезали? Да там можно Криво. врезаться просто. Да, там мощные есть там это сэмплы. Какой-то трип-хоп вообще. Мое, значит, знакомство с музыкой, так скажем, началось благодаря моему брату старшему, Алёше. Он большой фанат Депеш Мод и Юту. И вот такой вот диск, это вообще первый диск, который я в своей жизни увидела. Это не первый альбом YouTube, потому что первый Joshua Tree, по-моему, называется. Но, может быть, я и гоню. Мне кажется, он не первый, наверное, самый популярный. Ну, может быть. Короче говоря, вот это вот первый вообще диск, не пластинка, а диск, который я видел в своей жизни. На нем моя самая любимая песня In the name of your love, естественно. Вот. Ну, которая In the name of love, one love in the name of love. Также есть вот такая тут пластинка. Это тоже YouTube. На ней моя любимая песня Gloria. Gloria. Что-то такое там. Вот. И Sunday, Bloody Sunday. Тоже вот здесь. Я узнал. Да, это мои реально топ по YouTube. Не поверите. Аида Верди. Наверное, вы подумаете, что я невероятно искушенный вообще классический какой-то там слушатель. Нет, это все брехня. Более того, я не особо знаю, что еще написал Верди, но Аиду я прослушала триллион, миллиардов, секстиллионов раз. Она мне очень нравится. Почему я ее прослушала столько раз? Потому что я училась в театральном училище имени Щукина, и мы делали самостоятельный отрывок. И это был отрывок, который являлся компиляцией из записок врача и театрального романа, и еще куча разных произведений Булгакова. И «Аида» — это любимое произведение Булгакова. Очень красивая. Там есть плач, когда, значит, эта принцесса там страдает, когда уходит ее любимый воевать. И это просто разрыв сердечка. Горячо рекомендую. А подарить мы хотим невероятную пластинку изданий, которые мы давно мечтали. Это наши совместные треки, ремиксы на наши песни, наших друзей из Simple Symmetry. Прекрасный электронный дуэт. В 2015 году у нас вышел альбом, который назывался «Здесь и всегда». Я горю как лампа в 3 миллиарда ватт. Я горю как лампа в 3 миллиарда ватт. И в рамках презентации этого альбома, премьеры его, мы сыграли удивительный и необычный странный концерт. И, как нам кажется, раньше такого никто не делал. Вопрос, что это был за концерт, в чем была его странность? Он был странным и для нас, и для нас со Стасом он был очень странным, потому что нас еще в группе тогда не было даже. В общем, в чем была необычность этого концерта? Я без тебя тут очень устал.
В общем, ребята, дорогие, я забыла совершенно рассказать про эту пластинку, которую я считаю тоже, конечно же, гениальной. Это «Метрономи». Называется она «Small World». Значит, ребята ее записали во время ковида. И она была выпущена сразу после ковида, и в ней душеспасительные и духоподъемные, и вообще очень нежные и разнообразные песни. Там есть песня первая, называется «Life and Death». И там такой начнет «Oh my God, it's life and death». И до сих пор, и даже мой сын, Ванек, когда я говорю типа «Oh my God» или что-нибудь такое, он и я допеваем «It's life and death». Oh my God, it's life and death. Там нет ни одной проходящей песни. Все хиты «Кристалла».